Всем привет! Я нахожусь в парке Патриот, и тут проходит выставка, посвященная трофеям сирийской армии. Конечно, ветрено, простите. И тут очень классно можно посмотреть все эти машины, насколько тут все состарено, как машины проходят реальные боевые действия, как делать сколы, как вообще делать конверсии из разных машин в одну, как это делали сирийские боевики. Они же собирали, по сути, конструкторы из разных техник. Вот посмотрите, какая обширная выставка. Сейчас я вам все покажу поближе и поподробнее. А начать свой рассказ хочу со своего мнения об увиденном. Такое ощущение, что эта выставка – это некий омаж, точнее подражание выставке трофейной немецкой техники, которая проводилась в 1943 году в парке Горького в Москве и продолжалась почти всю войну. Но тогда противник был высокотехнологичный, экономически развитый, с богатой культурой и историей проектирования машин, а тут в основном были показаны образцы, которые создавались в буквальном смысле на коленке в гараже при помощи сварочного аппарата и болгарки. Также эта экспозиция вызывает у меня очень жуткие чувства. Все-таки это настоящие боевые машины. Некоторые из них со следами повреждений, в некоторых наверняка были ранены и даже погибли люди. Но, с другой стороны, эта выставка лишний раз напоминает, что война – это ад, зверство и безумие. И что самое страшное, что это происходит не так далеко от нас. И самое страшное, что в ход пускаются все подручные средства. И вы все это увидите в этом видео. Бронетранспортер на шасси грузовичка Isuzu Elf, скорее всего. Эта машина принадлежала, наверное, когда-то свободной сирийской армии. Формы ее намекают на какую-то распиленную цистерну, и в принципе это неплохо, потому что ЖД-цистерны для перевозки сжиженного газа делаются из очень хорошей стали, прочной и очень вязкой. И клюв. Я полагаю, что у него двойное назначение. Карман для забора воздуха в радиатор бескапотного грузовичка, ну и просто клюв распихивать преграды. Небольшой грузовик настолько перегружен железом, что мог просто сломаться от натуги. Узнаете Land Cruiser, а это он, вернее шасси и салон, затрофейный правительственными войсками Сирии. А этот бронетранспортер не гаражная переделка, а продукт вполне себе цивилизованной оборонной промышленности Турции. На это намекают рациональные углы брони и культурные сварные швы. Машина весит 28 тонн, имеет экипаж в 2 человека и берет на борт 10 десантников. Мощность двигателя позволяет разгоняться ей до 40 км в час. Машина несет автоматический гранатомет, пулемет и может перевозить пехоту, а бронированным носом по замыслу создателей должна таранить стены и баррикады. Турецкие бронеавтомобили «Пантера F9». Данные бронеавтомобили террористы применяли в контрнаступлениях против правительственных сил Сирии на фронтах провинций Идлиб и Хама. «Пантера F9» оснащены 6,7-литровым турбодизелем V8 и 6-скоростной автоматической коробкой передач. Вмещает до 9 солдат в заднем отсеке. Дитя 3 стран – Великобритании, ЮАР и Канады, бронеавтомобиль РГ-31. Среди машин выделяется интригующий экспонат – машина с надписью UN. Судя по всему, это агрегат с юго-запада Сирии. Когда из района голландских высот эвакуировался персонал ООН, они побросали все, что не смогли унести.
Так у очередного чернознаменного отряда местных батик Аль-Махни появился броневичок. Закрашивать надпись ЮН не стали, поэтому по фронтам гражданской войны с причудливыми коалициями и грызней всех против всех носился броневичок с надписью «Объединенные нации». Чехословацкий бронетранспортер ОТ-64 «Скотт», несмотря на бодрый вид, довольно старый, так как производился в период с 1963 года по 1971 год. Работы по созданию этого колесного бронетранспортера начались в 1959 году чехословацкими компаниями «Татра», которая отвечала за разработку ходовой части, и «Прага». В 1961 году лицензию на производство бронемашины купила Польша. В соответствии с программой производственной кооперации двигатели для польских бронетранспортеров импортировались из Чехословакии. Однако польские корпуса использовались для строительства чехословацких бронетранспортеров. Серийное производство началось в 1963 году и продолжалось до 1971 года. Турецкая БМП ACV-15. Турки допилили напильником сделанную на базе М113 БМП и получили вполне удовлетворительную легкую БМП с хорошей вместимостью, нормальной пушкой, плавающую и не слишком дорогую, и защищающую от 14,5 мм пуль. Как нынче водится, сразу предполагается множество различных вариантов. Помимо, собственно, БМП, гусеничный БТР, вооруженный 12,7 мм пулеметом, машина инженерно-саперного отделения, БРЭМ, самоходный миномет, КШМ, медицинская машина и машина артиллерийских наблюдателей. И CV-15 стоит на вооружении у турок и поставлялась спонсируемым Турцией сирийским мятежникам, где воевали против курдов и запрещенных. «Хаммер» – запрещенные за трофеи или подобные машины в большом количестве в Ираке во время генерального наступления в июле 2014 года. На этом экземпляре, захваченном, скорее всего, позже, в 2016 или 2017 году во время битвы за Мосул, сохранились полустертые остатки эмблемы ICTS – иранско-иракского элитного контртеррористического спецподразделения. «Хаммер» кустарно перекрашен из традиционного песочного цвета в черный, а вместо капота приварен толстый бронещит. В июле 2017 года машина стала трофеем сирийских отрядов, наступающих вдоль реки Ефрат, так и не успев стать шахидомобилем. Еще один «Хаммер» с таранными самодельными 8-миллиметровыми бронелистами, отбитый вооруженными силами Сирии во время наступления в мае 2017 года под Пальмирой. Стальные герои бури в пустыне порядком устали к этому времени и без должного сервиса и запасных частей эксплуатировались террористами на убой и бросались при малейшей поломке.
Особое место в сирийской войне занимают тоннели, которые боевики рыли в занятых городах в неимоверном количестве и чрезвычайно старательно. Понятно, что боевики с лопатами не смогли бы осилить необходимый объем работ. И землеройку военные захватили в 2018 году под Сувейдой. Вообще на юге Сирии техники оказалось очень много, благо границы с Иорданией рядом, а бои перед капитуляцией не были слишком упорными, поэтому оттуда много целых, хорошо сохранившихся трофеев. Машина китайского производства работает от электродвигателя. Копает со скоростью примерно метр туннеля в час, туннель получается 3-метрового диаметра. Штука практичная и надежная. После захвата вовсю использовалась уже сирийскими военными. Неожиданно выглядит полноценная, серьезная, современная инженерная машина – британский минный трал «Аардварк». Это бронированный трактор с барабаном, на котором закреплены цепи. Барабан вращается, цепи бьют по земле, вызывая подрыв всего, что способно взорваться. Экипаж прикрыт броней и находится на достаточной дистанции от барабана, чтобы не погибнуть от первого же фугаса. Такой принцип разминирования был у американских танков времен Второй мировой войны. Простая, но рабочая схема. Минный трал захватили в Алеппо в 2016 году. Перед сдачей боевики пытались его поджечь, но без успеха. Коктейль Молотова только поджег краску. Такие машины поставлялись в Иорданию, Саудовскую Аравию и даже Пакистан. Так что предположения о том, что где взяли, делать можно разные. Стоит отметить, что такая техника далеко не типична для боевиков. Т-55 АМВ. Это Т-55А модернизированный. По некоторым данным, танк Т-55 АМВ попал в Сирию из Грузии, при том, что Грузия никогда не обладала этой модификацией Т-55. На Т-55 АМВ применяется навесная динамическая защита по 42 элемента на борт. Облегченный вариант – 10 элементов на борт над надгусеничной полкой. На башне около 40 таких элементов. Обратите внимание на цвет этой машины. По сути, каждый блок динамической защиты – это такие параллелепипеды на башне, имеет свой оттенок. А это, можно сказать, родная БМП-1, боевая машина пехоты. Согласно некоторым источникам, Сирия заказала у Советского Союза в 1977 году не менее 2300 БМП-1 с поставками, продолжавшимися вплоть до 1989 года. Но эти данные легко опровергаются тем фактом, что сирийские БМП-1 уже приняли свое боевое крещение в 1973 году. Кроме того, объемы поставок также сильно преувеличены. Считается, что фактическое количество БМП-1, полученных Сирией, близко к 1000 машин. Сирия купила свою последнюю партию БМП в конце 80-х годов.
А это один из характерных видов тачанок запрещенных. Когда-то это был пикап Toyota. Кузов сняли, а вместо него просто наварили раму и закрепили на ней ракетную систему залпового огня, скорее всего, китайского происхождения. Особой точности наведения такая система не требует, а быстроходное шасси позволяет избежать наказания. Обратите внимание, как камуфляжная краска стерлась до основного цвета. А это самый эпичный экспонат выставки – траншейный экскаватор. Его окраска мне чем-то напоминает немецкие военные машины времен Второй мировой войны. Такая техника применяется для быстрого рытья окопов, и выглядит она каким-то объектом из вселенной дизельпанка. Ну и совсем дико выглядит в этой экспозиции советская пушка времен Второй мировой войны ЗИС-3. Очень любопытная судьба этого орудия. Кстати, в экспозиции, я слышала, есть немецкая полевая пушка уже производства Третьего Рейха. Но на тот момент, когда я была на выставке, ее не было. Видимо, российские специалисты взяли ее для подобного изучения ее боевого применения. Ну и совсем дико выглядят самодельные бомбометы, которые стреляют бомбами, сделанными из бытовых газовых баллонов. Только оцените эту дикость. В бой идут все подручные средства, и это очень ужасно. Одно дело, когда в бой пускаются специальные боевые машины, другое дело, когда такие самоделки. Это равносильно использованию кухонного ножа в бытовой драке. Такая у меня получилась экскурсия. Конечно, парк этот огромный, и я сюда еще вернусь. Так что следите за новостями. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.